Доброго времени суток вам, дамы и господа! Добро пожаловать на канал, посвященный настольным играм, их изготовлению, а также древним настольным играм. Сегодня мы с вами будем делать доску для игры Квац. Фишки у меня уже есть, я их в свое время сделал. Теперь нам осталось только сделать доску. Фишки 30 мм, покрытые лаком. Небольшое отступление. Уважаемые зрители, будьте любезны, подпишитесь на канал. Вы же понимаете, что развитие канала происходит от количества его подписчиков. Ну а теперь приступим к изготовлению доски. Изготавливать мы ее будем из ДВП. Как вы видите, она гладкая со всех сторон. Достаточно прочный, упругий материал. Он хорошо обрабатывается. Его не гнет. Но, конечно, если делать большие площади, его все равно начнет где-то выгибать. Потому что это все-таки дерево. Причем дерево измельченное. По сути дела, это прессованная бумага. Фишки у меня, как я уже говорил, 3 сантиметра или 30 миллиметров. Поэтому доска у нас будет 180 миллиметров или 18 сантиметров. Плюс будет пущен кант по доске из той же самой ДВП шириной 1 сантиметр. Сначала мы нарежем кант. Чтобы точно подогнать край линейки к краю ДВП, мы возьмем какой-нибудь упорчик. Пользуюсь я вот таким ножом. Но, в принципе, все ножи, они одинаковые. Единственное, что надо смотреть, чтобы вот эта часть, откуда выходит лезвие, она была практически вровень с лезвием. То есть она должна быть узкой, чтобы лезвие как можно меньше люфта у него было. Материал ДВП достаточно тугой для резки. Поэтому первый рез, первый, второй и третий рез мы делаем очень легко, чтобы наметить. Торопиться не нужно. Теперь начинаем потихоньку увеличивать давление. Как вы видите, я уже практически его прорезал. То есть вот что у нас получилось. Сейчас мы ее зачистим. Вернее, мы сейчас вторую полосу отрежем. Как вы видите, в качестве подложки я также использую ДВП. ДВП чем хорош? Тем, что его стоимость составляет за 3 метра на 1,5, где-то так, всего лишь 200 рублей. На мой взгляд, это очень замечательно. Вот так это у нас будет идти. Ну и, соответственно, сюда будут укладываться фишечки. Разметку доски мы пока не делаем, потому что сейчас мы закрепим две вот эти полосы. Выложим фишки, потому что фишки покрыты лаком. И вполне вероятно, они немножко либо увеличились, либо уменьшились в размере, потому что они также зачищались.
Поэтому мне нужно увидеть точно, какой размер будет до конца доски. Делаем зачистку. Тут, кстати, на форуме BoardGamer я выложил фотографию вот этого приспособления. Очень удобная штука, скажу я вам. Ну, многие, конечно, скептически отнеслись, сказали, куда такая большая, но, как вы видите, ею обработка идет. За раз вы снимаете большой слой материала. Кстати, фишки я тоже обрабатывал вот с помощью нее. Очень удобно. На каждую сторону мне понадобилось зачистить, всего лишь 2 раза провести. Поэтому возьмите на вооружение. Сделана она достаточно просто. Здесь 2 брусочка, прикрученные или приклеенные. И вставка, которая держит саму наждачную бумагу. Я это делаю сейчас на весу, чтобы вам было видно. А так лучше, конечно, какой-нибудь упорчик сделать. Снимаем небольшой кант, который остался после ножа, потому что идет определенная степень вспучивания. Это нормальное явление. Наждачку я использую абразивностью H8 зерно. Этого вполне нормально. Можно, конечно, и поменьше использовать. Но, на мой взгляд, вот это зерно, оно оптимально. Ну и плюс еще для финишной обработки 16-й. Как видите, мы все сделали. Оботрем тряпочкой. Естественно, вот здесь стык будет идти под 45 градусов. Сейчас мы его пока не делаем, потому что, как я уже говорил, мне нужно сделать разметку, как фишки будут укладываться на доске. Для этого мы воспользуемся крокодилами. В дальнейшем вот эти крокодилы, они же нам послужат и струбцинами, когда мы будем приклеивать сам кант. Вот так это все у нас будет выглядеть. Учитывая, что фишки 3 сантиметра, то есть 18 сантиметров, плюс 2 миллиметра зазора на всякий случай. Сейчас мы уложим фишки и посмотрим, как это у нас все будет выглядеть. Потом мы, естественно, сделаем разметку доски. Разметку я буду делать карандашом. И сразу же скажу почему. Потому что карандаш не выцветает. Какими-либо маркерами, как бы вам не утверждали, что они не выцветают, на самом деле немного полежат и выцветут. Уже пройденный этап. Поэтому, на мой взгляд, карандаш самый лучший. Карандаш не слишком твердый, но и не слишком мягкий. К тому же доска получится нейтральная, поэтому на ней можно будет играть еще в какие-нибудь игры. Эта же доска будет использоваться и для хранения этих фишек. То есть они вот так будут все уложены. Сейчас мы сделаем разметку и начнем склеивать. Я специально помечу точечками, что это у меня будет левый край доски. И от него я уже буду отпрыгивать. Когда мы делаем разметку, не нужно двигаться только в одну сторону. То есть вот отсюда сюда. Двигаться нужно и отсюда, и отсюда. Потому что вы все равно так или иначе где-нибудь на какую-то 1/10 миллиметра все равно будете смещать карандаш. То есть от этого никуда не уйти. Поэтому делать разметку лучше от краев к середине. Учитывая, что у нас взято 18,2, сами понимаете, что мы просто-напросто не сможем рассчитать до 1/10. Это получится где-то 3,00 чего-то. Поэтому мы так делать не будем. Я просто здесь уйду на миллиметр и дальше уйду на миллиметр. Или в середине уйду на миллиметр. Ну вот, как вы видите, разметка хорошо видна.
Но для того, чтобы она на данный момент не стерлась, ее нам нужно закрепить цапан лаком. Можно, конечно, использовать любой лак, но цапан лак хорош тем, что он быстро сохнет. Почему нам нужно сейчас ее закрепить? Потому что, сами понимаете, это грифель, и он не впитывается. Поэтому нам нужно слегка простучать это все. Потому что потом мы, естественно, покроем уже основным лаком. Но сейчас нам необходимо закрепить. Если вам вот видно, видите, след грифеля остается. Вы можете закреплять, конечно, другим лаком, допустим, акриловым. Потому что, сами понимаете, ДВП от акрила коробить не будет. Простукиваем мы не слишком сильно, нам нужно только закрепить грифель. Можете, кстати, наверное, использовать и лак для ногтей. Может быть, какой-нибудь лак из пульверизатора, из баллончика можно использовать. Но так как у меня этого нету, я пользуюсь цапан лаком. К тому же помещение мне позволяет, потому что цапан лак, он достаточно вонючий материал, сам раствор. Но зато он сохнет быстро. Как вы видите, он практически уже высох. Ну что ж, а теперь приступим к вырезанию самих кантов. Сейчас мы все это подгоним под угол 45 градусов. Обрезку под 45 градусов я пользуюсь вот таким угольничком. Мы просто его прикладываем и срезаем. Вернее, очерчиваем. Вообще, если у вас нет угольника, ну бывает, наверное, такое, можно сложить бумажечку. То есть берете бумажку, складываете ее вот так. Ну, чтобы ровненько она была, естественно. И у вас получается, как вы видите, тот же самый угольник. Вот это как раз 45 градусов. Теперь отмеряем 18,2 от внутреннего края. Торопиться не надо. Процесс медитативный. И ошибки нам не нужны. Теперь сделаем разметку для среза. Прикладываем. Плоскость должна совпадать. И подводим это к метке. Когда вы срезаете вот такие мелкие детали, ножом лучше не прорезать, а его слегка покачивая, как бы перерубать. Теперь на основе вот этой части мы нарежем все остальные. Она у нас уже 18 сантиметров и 2 миллиметра. И мы будем сейчас просто отзеркаливать ее. Потому что, сами понимаете, ДВП, она со всех сторон одинаковая. Как вы видите, получается идеальный стык. Ну и, соответственно, все остальные. Сейчас мы так сделаем.